Всем привет, с вами Дэн. И впервые, кстати, впервые за 15 лет на канале бренд Карл Ф. Букерер. И это семейная компания с 1888 года в Швейцарии, у которых исторически были часовые магазины. Потом они к ним прибавили часовой бренд Букерер и выпускает, собственно, под этим брендом часы. В прошлом или позапрошлом году, когда Rolex купил всю сеть магазинов Букерер, они объявили, что бренд Букерер больше якобы не будет выходить. Но я думаю, что со временем, возможно, будет какой-то перевыпуск, перезапуск этого бренда. И поэтому в каком-то плане это уже такой предмет коллекционный, потому что, как правило, в таких случаях за брендом начинают гоняться, ну, по крайней мере, за определенными моментами. А какие-то модели, за определенными моделями, а какие-то модели, наоборот, можно купить по определенному дисконтику. И Букерер всегда был люксом, таким среднеценовым, и всегда делали очень качественные часы. И сегодня я вам покажу одну из моделей, которая мне понравилась визуально. Так, вот здесь у нас гарантийная карта. Понравилась визуально, и давайте посмотрим на качество и на то, что предлагает Букерер своим покупателям. А предлагает он всегда классные часы, по крайней мере, сколько я их видел в бутиках, мне они всегда нравились. Вот такой вот кейс под кожу, да, у нас. А может и кожа, ну, мне кажется, под кожу. Но очень приятно сделаны. Так, как тут что? Опа, вот так, вот это я понимаю. Ой, смотрите, тут все запаковано. Так, а чего у нас есть здесь? А тут вот, ух ты, вот такая штучка отодвигается, и здесь мешочек, а здесь еще что? Кусочек кожи, видимо, чтобы часы хранить в мешочке, а кожу между ним, да? Раз мешочек и тряпочка. Карл Букерер. Очень круто. Класс. Но сразу видно, что это такой, да, уже, это такой люкс. Это люкс у нас. Здесь референс на вашем экране. В юанях цена 18 800, то есть чуть больше, чем 200 тысяч рублей ритейл у такой модели. И здесь вот еще сзади у нас тестируют их на конденсацию, эти часы, да, и наклеечка на задней крышке. А тестируют на конденсацию почему? Потому что, кстати, ни хрена себе, ремешок еще в пленочках. Ой. Так вот, тестируют на конденсацию, потому что 30 метров водозащиты, это все-таки костюмник. Так, давайте вот эту пленку тоже сниму. Первый раз вижу, что прям все в пленочках, красота. Так вот, пока сейчас снимаю с них вот этот ценник, можно сказать, да, расскажу про характеристики. Водозащита 30 метров, то есть руки помыть, под дождь попасть, но видите, они их уже тестировали на конденсат. Заведем механизм. Внутри калибр SFB 1950, явно на базе яташечки, потому что большинство букереров, или, по-моему, даже все. Нет, у них были мануфактурники, но, возможно, кто-то им делал, честно говоря, уже так не вспомню. А большинство моделей выходило на этажках, что хорошо, потому что отремонтировать можно много где, а на практичность часов это только положительно сказывается. 38 часов запас хода, 26 камней, 28 800 полуколебаний в час, и, конечно, это грейд у нас, да, уже как минимум элабор, потому что с красивой отделкой, синеные винты. Ну, красиво, а. Вот уже прям смотришь, вот прозрачная задняя крышка должна быть прозрачной, когда красиво. Когда вот такая отделочка, вот прям, чтобы это все супер секси выглядело. И чтобы я себя прям в отражении видел и задние крышки, и боковинки, прям все видно. Потому что полировка в зеркало, как умеют швейцарцы и любят. И Букерер, конечно, такую делают. Это не исключение, эти часы. Значит, здесь линейка называется Адамави. И референс я вам показал. В этой линейке довольно много моделей. И вот это мне понравилось тем, что здесь глубокий такой сочный черный циферблат. Я вот искал описание, что там за цифер. Очень похоже на эмаль, но могу не угадать. Да? Но очень похоже на эмаль именно по текстуре, по вот как она выглядит, как она отражает лучи, как она отражает свет. И прям такой густой, как будто бы глубокий циферблат, очень красиво. И накладные римские метки. Блин, красив. Циферблат хорош. Единственное, что здесь немножко гармонию ухудшает, конечно, белая дата.
Но швейцарцы любят именно вот контрастную дату, уж не знаю почему, и во многих часах их ставят. Если бы здесь ее не было, это было бы вот 10 из 10. С датой, конечно, я 10 баллов за дизайн циферблата не поставлю. Но уже так издалека видно, мелкие детали здесь проработаны шикарно. Полировочка по стрелкам, по меткам и по корпусу просто персик, пушечка, вообще класс. Очень круто. Мужские часы, здесь версия 39 мм, есть еще версия, насколько я помню, 35 или 36, которую, ну, скорее можно назвать как унисекс, но по нынешним временам-то, что одни, что другие, вполне себе мужские. Давайте глянем, что у нас тут. Да, 39 ровно. Ой, высота небольшая. Вау. 8,9. Уже вкусно, уже вкусно, уже вкусно. 18, да? Здесь ремешочек и от ушка до ушка, да они прям небольшие. 44,5. Класс. Ну, это прям истинный костюмничек. Мое запястье 18,5, да, костюмник, невысокий, очень аккуратный, короткие ушки посередине располагаются, сразу сгибается вниз, чуть дальше, чем корпус. Ну, поэтому посадка здесь шикарнейшая, я бы сказал, идеальная для подобного плана часов. Дорого смотрится, дорого, богато, вот как и должны смотреться подобного плана часы. Потому что за них все-таки ритейл немалый, и по этим часам видно, за что, собственно, платятся бабки, и видно, что часы дорогие. Это круто. Это хорошо. Сапфир с внутренним антибликом, стальной корпус, как я сказал. И что еще самое главное, ну, что здесь аллигаторовый ремень. И это ремень не, вот знаете, как вот, да, вот тут написано, настоящий, да, крокодиловый ремешок. 19 на 16 они написали. Но я намерил все-таки 18 с небольшим, поэтому можно будет сторонний, если что, ставить. Но вы понимаете, да, кто знает, разбирается в ремешках, дешевые крокодиловые ремешки – это фигня полная. И они действительно бывают супер дешевые, и там на Алишке, там в Таиланде и так далее. И это гадостные ремешки, от них и запах, они грубые, они жесткие, и они долго не служат. Хороший, качественный крокодиловый ремешок – это цена там, от 20 тысяч рублей, 20-30 тысяч рублей. Тогда у вас будет идеальный ремешок, вот такой, как ставит Букерер, который, как ставит там ЖЖ Люкультер. Там дорогущие ремни с правильной выделкой, с классной кожей, и они будут служить, ну, практически всю жизнь. И здесь вот тот самый ремешок, он мягкий, при этом такой упругенький, да, они сделали его блестящий, я бы здесь, кстати, матовый, наверное, поставил, но для эффекта люкса окей. И, конечно, вот он сразу гнется, он сразу будет хорошо сидеть на запястье, сразу обхватит ваше запястье и на нем, так сказать, и останется. И это классно. Вот хороший ремень, за него стоит заплатить. И с учетом того, что они часто продаются по дисконту, тут вы считаете еще и получаете бомбический ремешок. Классно. Вот это мне нравится. Бакля, да, брендированная Букерер. И полностью зеркальная полировка, вот сейчас только что-то обратил внимание, по всему корпусу. Потому что есть что показать, есть чем, что называется, возгордиться. Сделано это действительно выше всяких похвал. Очень классно сделано. Я вам хочу сказать, что вот всегда немножко Букерер был такой в тени основных больших брендов швейцарских. Ну, понятное дело, они все-таки как семейный бизнес, в общем-то, по продаже часов больше, да, они тем же самыми дилерами Rolex были. И вроде как часы это у них побочный бизнес, но, как правило, те, кто чуть меньше пиарится, они делают чуть лучше, чтобы какую-то премию конкурентам делать. И вот тут вот как раз тот самый случай. И вот часто, да, такие бренды, к сожалению, и, может быть, тяжело находят покупателей, потому что обычно все идут куда там. Качество, отделка, да, внимание к деталям, пофигу, главное это бренд. Вот. И Букерер, возможно, поэтому и как бы с рынка уходит, но я думаю, что вернется. У них есть очень крутые модели, у них есть хороший, уважаемый все-таки бренд, и немножко вложиться туда в маркетинг, и будет все круто. Ну, как зеркало, просто что рант округлый, да, здесь как зеркало, что метки, что стрелки. Очень красиво. Объемные стрелочки. Тут бы, конечно, мне кажется, антиблика немножко добавить, но хотя вот эта вот зеркальная поверхность циферблата, она еще дополнительно отражает все. Но вы видите, да, полировочка, вот у нас округлый корпус, и видно все здесь, все цифры, все видно. Как говорится, привет, Grand Seiko с их там
полировкой, как говорится, на горе Фудзияма, а на самом деле швейцарцы делают полировку, я считаю, лучше. И вот в таком бренде, как Bucherer, это уже видно прекрасно. Супер, конечно, ребята, красавчики. Очень круто. Да, да, это я понимаю. Это я все вижу в зеркало, всю свою студию, себя, все цифры, буквы и так далее. Круто, круто. Ну, слушайте, мое первое знакомство такое детальное, именно близкое с Bucherer, и я хочу сказать, что оправдало. Оправдало. Это классно. Это сделано классно. И если вы сможете где-то раздобыть часы Bucherer, которые еще есть на рынке, которые, я насколько не понимаю, они даже еще, может, производятся, то это будет и классный экземпляр, и классная цена, и, возможно, бренд на будущее, которое с возрастом будет, как и всегда, знаете, вот в часы немножко уже превращаются в винтаж и начинают дорожать, 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 коллекционеры за ними гоняются. Собственно, не исключаю такого в отношении некоторых моделей Bucherer. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн, конечно же. Увидимся.